Привет, друзья! Сегодня 9 марта 2025 года, и я не собираюсь молчать. Украина горит. Каждый день я слышу о новых смертях, понимаю, что города превращаются в руины, но вот вопрос, кто обещал нас защитить? Это США, которую Трамп пообещал сделать снова великой. Этот клочек бумаги – это Будапештский меморандум 1994 года. США заставили украинцев сдать ядерное оружие, поклявшись, что будут с нами. И что теперь? Теперь они торгуются за нашей спиной с Путиным. Я негодую от гнева и хочу, чтобы вы разделили это негодование со мной. В этом видео я расскажу, как нас предали, что творится на фронте и почему я призываю к блокаде американской экономики. Подписывайтесь, если готовы услышать крик души, и давайте разберем это вместе. На фронте мы теряем людей и территории. 4 марта Россия ударила «Искандер-М» по полигону в Новомосковском районе Днепропетровской области. 47 погибших, 112 раненых. Михаил Драпатый сообщает о масштабах потерь. А я думаю, как мы дошли до такого? Покровск почти окружен. Из 60 тысяч жителей осталось 7 тысяч, город разрушен на 80%. ВСУ пытается бить в ответ. 6 марта украинский дрон повредил волгоградский НПЗ «Лукойл», снизив его мощность на 15%. Но эти усилия – капля в море против российской машины, пользующейся покровительством Трампа. В 1994 году мы еще не осознавали всей важности Будапештского меморандума, но теперь понимаем его цену. Мы сдали третий по величине ядерный арсенал мира, около 1900 боеголовок, по настоянию США, получив взамен обещание защиты от них Великобритании и России. Где эта защита? 7 марта 2025 года Трамп договорился с Путиным о заморозке войны и снятии санкций с России, а затем приостановил нам поставки 50 ракет Patriot PAC-3 и разведанные Максар – это $2 миллиарда, которые могли бы остановить российские бомбы. Марко Рубио холодно бросил: Украина должна сама найти выход. Это не простой прагматизм, это предательство и плевок на подпись президента США под меморандумом. С 2014 года США дали Украине $275 миллиардов, но ни разу не вступились напрямую. А теперь, в марте 2025 года, США просто умыли руки, оставив Украину 1 на 1 с Россией. США уговорили Украину разоружиться, а потом отвернулись, когда она безоружная стала добычей агрессора. Европа пытается нас поддержать. 8 марта Кир Стармер в Лондоне пообещал Зеленскому 1 миллиард 600 миллионов фунтов на 5000 ракет ПВО. Франция прислала «Миражи 2000», сбившие 3 дрона над Одессой. Но это мизер по сравнению с обещанными обязательствами США. Россия же, видя слабость Запада, 8 марта отвергла миротворцев ООН и требует Крым и Донбасс. Зеленский назвал это предательством 1994 года, и я разделяю его гнев. Без ядерного щита, отнятого по воле США, Украина беззащитна перед врагом. Война идет за ресурсы. Россия разянула свою пасть на литий и неодим на наших оккупированных землях, на месторождение стоимостью $10 миллиардов. Потакая агрессору, Трамп готов снять санкции с Роснефти, чтобы получить доступ к этим богатствам, плюя на священное право собственности на эти ресурсы народа Украины. Знаете, что это напоминает? Это напоминает борьбу Великой Америки за 30 сребреников, которые получил Иуда, продав Христа. США, как Иуда, предают Украину ради горстки редкоземельных металлов, обрекают Украину на распятие под российскими бомбами, а потом отворачиваются, так как будто бы не их руки в крови. Мы бьем по российской нефти, удар по волгоградскому НПЗ сократил экспорт на 50 тысяч баррелей в сутки, но без атак МЭС от США мы не в состоянии дотянуться до их сердца. Я читаю о Харькове, где 7 марта бомба ФАП-500 убила 3 украинцев, включая ребенка. О Сумах, где 8 марта дрон унес 9 украинских жизней и сердце сжимается.
Украинские ПВО слабеют без американских ракет. Мобилизация буксует. Из 500 тысяч призывников ВСУ набрали только 320. Стирание украинской идентичности. Встреча в Саудовской Аравии 10-11 марта 2025 года может заморозить войну, но на условиях России Трамп вынуждает нас сдаться. Без помощи США Покровск падет к июню, а удары по газовым хранилищам, из которых 30% уничтожено, оставят Европу без газа. США используют Украину как пешку в игре с Россией, и это возмутительно. Я пришел к выводу, что с США нельзя договариваться. Их слова ничего не стоят. США не договороспособны. Они предали нас в 1994-м, предают в 2025-м. И кто знает, кого они предадут завтра – Тайвань, Балтию. Я призываю мир ударить по слабому месту США – экономике. Если Европа, Азия, да хоть бы и Африка объединятся, мы вместе сможем заставить Вашингтон заплатить за то, что они сделали с нами. Россия – враг на поле боя, но США – враг в тени, и их безнаказанность пора остановить. Как гражданин Украины, я чувствую гнев и негодование. Вот такая правда, друзья. США предали Украину, и мы не можем это оставить без ответа. Сегодня Украина сражается не только с Россией, но и с равнодушием тех, кто обещал нас защитить, с прагматичными американскими миллиардерами. Поддержите мой призыв к блокаде американской экономики. Делитесь этим видео, комментируйте, донатьте. До скорого!